Так, ну не знаю, как вам, но колоночка мне нравится. Она очень хорошо звучит, с басом все хорошо. Всем привет! Новогодние праздники отгремели и настало время нового сезона обзоров техники. Сегодня в видео я вам расскажу про портативную Bluetooth колонку Tronsmart Element T2+. Насколько я понял, это что-то типа второго поколения, выпускавшейся ранее Element T2. Но как звучала она, я, увы, сегодня не расскажу, потому как данной колонки у меня не было. Вообще Bluetooth колонки нечастые гости в моих видео. За все время на канале было всего штуки 2-3. Тем не менее, аккурат перед моим отъездом за город на новогодние каникулы ко мне приехала Element T2+. Ну а где как не на даче, ей самое место для применения и для теста. Природа, шашлычок, чистый воздух и главное снег. В общем, обстоятельства сложились как нельзя удачно, и колонка отправилась со мной за компанию. Поставляется Element T2+, в коробке из плотного картона, выкрашенного в бело-фиолетовый цвет с оранжевой петлей на торце. В принципе, такое исполнение мне уже знакомо по наушникам Spunky Beat, про которые я не так давно снимал обзор. Внутри нас встречает сам девайс и небольшая коробочка с кабелем для зарядки USB Type-C, AUX кабелем и каким-то шнурком. Для крепления и переноски на корпусе колонки имеется металлическая петля, но я бы не рискнул ее крепить на такой с виду хлипенький шнурок, ведь сама по себе она довольно увесистая, по крайней мере в сравнении с моей небольшой колонкой от Xiaomi, которую я покупал уже очень-очень давно. Да и по габаритным размерам она раза в 2 ее больше. Весит T2+, около полукилограмма, но в руках ощущается намного тяжелее. По всем торцам колонка покрыта soft-touch пластиком, но такое ощущение, что это какое-то плотное силиконовое покрытие, ведь кнопки управления, которые находятся сверху на корпусе, также затянуты этим материалом. Таким образом, эффект полной защиты от влаги реально можно ощутить руками. Как повествует сам производитель, конструкция колонки разработана так, чтобы выдержать полное погружение под воду. Признаться честно, я ее в воду не окунал, но вот снежный тест она прошла весьма успешно. Благо, аккурат перед Новым годом его нападало сполна, и у меня тут же возникла идея оттестировать ее именно в снегу. Передние и задние стороны колонки прикрыты металлической сеткой, за которой скрывается два 10-ваттных динамика и пассивный радиатор. Также в верхней части заднего торца под силиконовой заглушкой находится слот для карт памяти формата microSD, разъем для зарядки и 3,5 мм гнездо джек для подключения по проводу. Набор интерфейсов меня порадовал, особенно USB Type-C, ну и возможность работы колонки автономно посредством карты памяти также отличная опция. В целом сборка у T2+, очень добротная, особенно если учесть, что стоит она порядка 1800 рублей. Подключение происходит по интерфейсу Bluetooth 5.0, и с моим смартфоном колонка работает по кодеку SBC. Алгоритм сопряжения такой же, как и с беспроводными наушниками. Жмете кнопку включения и запускаете поиск новых устройств на смартфоне. Колонка отобразится полным названием Tronsmart Element T2+. Управление всеми функциями можно производить с помощью 4 физических кнопок. Кнопка Power включает и выключает колонку, а также по совместительству вызывает голосового ассистента. Кнопка с буквой M позволяет переключаться между режимами воспроизведения Bluetooth, AUX и SD-картой. Что примечательно, если у вас имеется вторая такая колонка, то их можно превратить в стереопару, словно ТВС наушники. Эта функция также активируется нажатием кнопки M. Далее у нас идет кнопка Play-пауза, которая осуществляет воспроизведение и остановку трека, а также позволяет ответить на входящий вызов, если вам на смартфон поступает звонок. Кнопки с изображением плюса и минуса имеют двойную функцию. По однократному нажатию они отвечают за регулировку громкости, по удержанию на 2 секунды плюс переключает трек вперед, минус отмотает трек в начало или включит предыдущий. Что же касается времени автономной работы, то заявленный производителем 24 часа это, конечно же, не при 100% громкости. Я думаю, это ни для кого не секрет. Вообще, емкость аккумулятора тут 3600 мАч, и по идее играть она должна долго, но в силу того, что тестировал я ее на улице при низкой температуре воздуха, то разумеется это сказалось и на времени автономной работы. В общем, суммарно за 2 дня при проигрывании музыки колонка разрядилась за 9,5 часов. Но даже при таком раскладе и учитывая, что на улице
разумеется, был небольшой минус, это очень даже неплохой результат для такого небольшого размера. Думаю, при нормальных условиях эксплуатации на 70-80% громкости в режиме воспроизведения музыки T2+ часов 15 проиграет. Заряжается полностью высаженная колонка порядка 2-3 часов. Точное время я не засекал. Таким образом, одного заряда вполне будет достаточно, чтобы какая-нибудь летняя вечеринка в беседке у мангала прошла под любимую музыку. Тем более, что звук, который выдают эти два динамика по 10 Вт, лично на мой слух очень даже годный. Для своих размеров колонка играет очень громко. Бас тут насыщенный, хлесткий и на максимальной громкости ничего не хрипит. Единственное, хотел бы отметить, что в холодную погоду резиновые ножки, что предназначены для предотвращения движения колонки по столу, задубели, и она то и дело пускалась в пляс вместе с нами. Тем не менее, в помещении свою функцию резиновые ножки все же исправно выполняют. Что же касается средних частот, то они немного перекрываются басом, хоть я и сказал, что звучит все чисто. Верхушки очень отчетливы и в общей картине не пытаются выпрыгнуть сильнее куда-то вперед. В целом звук настроен хорошо и колонка приятно звучит. Не избалованный звуком пользователь вообще не услышит этого небольшого завала по средним. При такой же настройке в беспроводных наушниках, скорее всего, некоторые несоответствия по частотам были бы слышны отчетливее, но в устройстве подобного типа все вывозит басовая линия, и этих небольших завалов и провалов не чувствуется. Лично мне звук в T2+ очень даже зашел, реально для такой цены результат приятно удивляет, так что мои пикники и посиделки на открытом воздухе с друзьями и близкими теперь будут прокачаны хорошим звуком. Единственным минусом, который я, пожалуй, бы хотел отметить, это время зарядки. Все же для современных реалий хотелось бы побыстрее. Во всем остальном же колонка мне понравилась. А на сегодня это все, друзья, спасибо за просмотр. Если ролик понравился, то ставьте лайки, ведь это поможет видео двигаться дальше. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну а с вами, как всегда, был Влад, канал Blitzkey, обзоры техники. Всем всего хорошего и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.